делается это на стрессовом фоне, но я постоянно с булочкой с какой-то. Вдруг сирена, я с булочкой, я боюсь, что, вдруг что-то произойдет, меня найдут просто в подвале, вот тут булки, короче, какие-то. Илья Глущенко, Костя Яценко, я, Феликс Редько, стендап-комики из города Сумы. В бомбоубежище собрали людей для того, чтобы сделать для них стендап-концерт, немножко повеселить и отвлечься от всего того пиздеца, который происходит за окном. Я себе упражнение придумал. Читаю негативную новость и делаю все возможное, напрягаю свои мозги, чтобы найти в этом позитив. Вот смотрите, на примере. Открываю Telegram, новость. Украли мэра Мелитополя. Думаю, заебись. Может, Лысенко скоро украдут. Не знаю, как вы встретили войну. 24 числа проснулся, батя звонит, у меня батя военнослужащий. Мне говорит, все, началась война, я доспал до 9, проснулся, понял, что действительно война. На второй день мы в сыроватку съебались. Кто видел, давайте так, буду выделываться. Кто видел русского солдата, глаза в глаза, поаплодируйте. Мы их в плен брали, такие смешные. Вы лично брали в плен? Смешные? Почему они не здесь? У вас какая история? Тоже в сыроватке, да? Судя по рассказам, они были только в сыроватке вообще. Я не знаю, что им в сыроватке надо было. Мы тоже, выезжаем, стоит блокпост, смотрю, стоит боевой бурят, танк, боевой бурят. Останавливают, мы, только палочки у него не было, как у гаишника. Останавливаем, опускаем окно, он говорит, откройте, пожалуйста, такой вежливый, пиздец, говорит, откройте, пожалуйста, говорит, багажник. Открываем багажник, он проверяет багажник, говорит, все, спасибо вам большое, проезжайте, хорошего вечера. Думаю, ебать ты вежливый. Я думал, сейчас просто позвонит мне, сейчас мне звонок, я такой беру там, алло, добрый день, это колл-центр Министерства обороны Российской Федерации, оставьте свой отзыв, пожалуйста, от 1 до 10, как вас обслужили? Единица. А почему единица? Что-то не устроило? Да нет, все было нормально, вежливо. Ну танк, блядь, танк! За ним стоял танк! Танк и оружие! Я считаю, что после того, как закончится война, мы с вами все дружно должны послать нахуй всех этих тренеров по энергии, организаторов марафонов, вот это и все такое прочее. Потому что если действительно энергия и сила мысли существует, то, блядь, Путин должен был сдохнуть в 4 утра на вздохе, только, блядь, еще перед речью. Я каждый божий раз смотрю на вот все, что происходит там, вот на лидеров, которых он вокруг себя собирает. Это просто какая-то группировочка Z. Вот вам с собой, как в Макдональдсе, забирайте с собой шутку, запишите. Посмотреть видео группировочка Z. Это старое видео, где на ППСники поймали на рынке 4 бомжей, обозвали группировочкой Z и издеваются. Посмотрим. Ну правда, ну кого он собрал вокруг себя? Посмотрите на этих людей. Пыня, блядь, Чик-Чирык, этот, блядь, Дон, Диги-Диги-Дон, блин. Это, у него какие-то флешбеки, его когда-то отпиздили на реке Дон, блядь, я не понимаю. Он пересмотрел интервью Гордона, блядь, Что происходит, блядь? Вот эти все, блядь, где, которые рассказывали до всех этих времен? Ой, как хорошо в Беларуси. Ой, блядь, сгущенка, нахуй. И что нахуй с этой сгущенкой делать? Жрать только, чтобы жопа слиплась, чтобы тебя ОМОНовец дубинкой не выебал, блядь. Все, что можно сделать, то и сгущенка. Ой, сгущенка, чисто как. Все убрали, улицы убраны, парки убраны, политическая оппозиция зачищена, все убрано, блядь. Ой, батька, когда еще вот это, помните, был коронавирус? Был коронавирус, блядь, и у меня вообще есть теория, что, когда все эта херня закончится, Путин выйдет и скажет, да, погибло 15 тысяч, но все от коронавируса. Не носили маски, ну вот, пожалуйста. Когда мы уже наконец-то поймем, блядь, что чистый парк, значит, никого ты нахуй выбрать не можешь, вот в чем проблема. Нет, блядь, Лукашенко, какую хуйню он несет? Если бы за 6 часов Владимир Путин не напал на Украину, напали бы на нас. Я принес карты.
Я сейчас все покажу на картах. Вот а. Сейчас так, ага, это закатки. Так, вот, блядь, юмористы, картошка. О, вот все, карта. Вот эта стрелочка, вот это украинцы нападать должны были. Вот. И тут просто скриншот, блядь, из «Цивилизация 4», блядь, игры. Вот. Интервью с Гордоном, блин. Где он говорит, Гордон ему говорит, тоже, блядь, молодец, говорит, пообещайте, что с территории Украины, с территории Белоруссии на Украину никогда русские не будут совершать атак. Никогда! Я думаю, блядь, как так можно пиздеть, я не могу понять. У него где-то, сука, в очке, блядь, третья рука, блядь, и дуля вот так вот всегда, потому что как он так врет, я не могу понять, а? Шойгу этот обосранный. Смотрели видео, где у Шойгу вот так вот медалей? А это все там с киндер-сюрприза, блядь, что-то вообще. Тут у ребенка медаль за 3-е место в танцевальном конкурсе забрал. Столы вот эти огромные. Нахер ему этот стол, я не понимаю, а? Взяли такой большой стол, ну так запусти по нему стакан, блядь, Шойгу. Сергей Кожегетович, выпьем за наши успехи. Хуя, кто поймал, блин. Нахер тебе этот стол. Пилили этот стол. Сколько они его делали? Как они его, сука, занесли туда, этот стол? Я уверен, они строили бункер вокруг стола, блядь. Вот этот высер про биологическое оружие. Что мы тут с вами голубей, блядь, тренировали, чтобы они идентифицировали русских и заражали их чем-то. Надо было выпустить этого, надо было их потроллить, надо было выпустить Ющенко, чтобы он сказал, так, всі сироки, любі друзі, я розробляв біологічну зброю. Це мої бджіли. Бджоли. И все себе присваивают скоты. Все себе присваивают. Всю Киевскую Русь, да, Она называлась, блядь, Киевская Русь! Не-не-не, Ленин. Мы должны хорошенько поработать над своей историей. Наши историки критически не дорабатывают. Во-первых, для того, чтобы русские перестали присваивать себе заслуги наших князей, мы должны всем князьям поменять имена. Потому что как они сейчас называются? Владимир Великий. Ярослав Мудрый. Какие-то рэперы, блядь. Надо, чтобы был Владимир Иванисюк, князь Владимир Иванисюк, Ярослав Лежаченко. Ну, князи, я считаю, у нас были крутые вообще. Чего только стоит Ярослав Мудрый вообще. Ярослав Мудрый — это человек, который, по большому счету, первый, кто нас туда, в сторону Европы, толкал всеми возможными способами. Знаете, да, в чем его была главная фишка? В том, что он детей по Европе как флайеры раздавал, блядь. Святослав, чувак с этим, с оселедцем. Крутой чувак Святослав. Но что мы про него знаем? Единственное, что мы знаем про Святослава, это то, что у него была эта культовая фраза, когда он шел воевать, он говорил: «Иду на вы». Я учился в школе, я никогда не понимал, что значит «иду на вы». Такое впечатление, что какие-то археологи раскопали его гробницу и просто, не до конца прочитали фразу, она была стертая. Там полная фраза была «иду на вы, ебонах». Вот такое было ощущение. Там полная была «иду на вы, ебонах», это 100%. Аскольд и Дир. Поаплодируйте, кто знает Аскольда и Дира. Знаете Аскольда и Дира? Кто не знает, это одни из первых киевских князей. И прикол был в том, что они правили вдвоем, Аскольд и Дир. И жизнь их закончилась следующим образом. Пришел Олег, осадил Киев, позвал на переговоры, они спустились к нему, их убили. Я в детстве читаю учебник истории и думаю, вас нахуя там двое? Ольга,
Княгиня Ольга. Княгиня Ольга это вообще перша українка для сюжета в СТБ. Все, что я про нее читал, это то, как она виртуозно наебала каких-то князей, отправила первая, кто с голубями, кстати, занимался у нас в Украине. Понятно? Отправляла туда. Слышали же, да, вот эту историю? Слышали про то, как она, типа, приехала в Византию, и ей византийский царь, или царь, да, цари в Византии были. И византийский царь говорит Ольге, типа, что вот я хочу, чтобы мы, типа, были пара, жениться на тебе. Она такая его говорит, я же не могу на тебе жениться, потому что я язычница, а ты христианин, поэтому ты давай меня похрестишь, и тогда мы женимся. И он ее похрестил и говорит, ну все, теперь давай жениться. И она такая, так а там вообще-то написано, что если ты мой крестный, то ты не можешь на мне жениться. И вот так она его обманула. А царь Византии, блядь, кто вообще? Как Путин, блядь, вот это ебабо, у него нету советников вообще рядом. А чё она его дальше тогда, блядь, не наебала, а? Просто могла бы просто сказать, слушай, тут есть пару бумаг, подпиши. И склейка, блин, на каком-то речном вокзале в 9 веке сидит этот царь византийский, бомж, блядь. И такой, а я не знаю, я на нее всю империю переписал. А она мне говорит, подпиши, блядь, женимся. Что мне теперь делать? Расскажу вам немножко про моего батю. Батя у меня военный. И хуже, чем то, что твой батя военный во время войны, может быть то, что у тебя батя военный на войне, а мать невротик. Потому что батя у меня умирает каждый день. На второй день мне звонит мать и говорит, отец в плену. Я говорю, почему? Феликс, я его очень хорошо знаю. Я говорю, мам, есть какие-то объективные факторы, по которым ты понимаешь, что... Феликс, уже мы 25 лет вместе. Уже были ситуации. Какие ситуации? В плену батя был, блядь? Какие ситуации? Какие в плену, блядь? Я его очень хорошо знаю. Третий день звонит батя, говорит, алло, сын, вышли мне пауэрбанк на новую почту? Я думаю, блядь, в плену, блядь. Батя мой приколист, это пиздец, блядь. В 2014 году поехал ебашиться на Донбасс. Возвращается из Донбасса, блин. Первым делом вижу, похудал килограмм на 20, во-первых. Ребята, кому надо похудать? Зважені та щасливі, так называется у них батальон. Зважені та щасливі. Короче, приезжает батя, короче, говорит, давай ноут, говорит, будем с флешки скидывать, говорит, фотки. Я делал фотки. Я делал фотки, думал, фотки ты делал, блядь. Молодец, говорю, блин. Я говорю, не устанавливай ТикТок только, говорю. Скидывает фотки, у нас на компе, это абсолютная правда, честное слово, блин, есть просто фотографии, вот я заходишь на комп, фотографии и отдельная папка, в которую батя скидывал все фотографии, которые он делал на Донбассе в 2014 году, и папка называется «Лето 2014». Я до сих пор буду заходить в эту папку, потому что непонятно, вдруг там где-то фотографии, где батя Сепаров на банане катает, в этой папке, короче, смотришь, там просто мужики с автоматами какие-то, все, блядь, расстрелянные, какие-то котики, они гладят котиков, блин. И, короче, вот так вот листаешь просто, ну, ничего такого, ничего, просто как бы война, окопы, автоматы, какие-то расстрелянные окна, все, и последняя фотография, лежит чеченец, мертвый, и у него вот тут повязка, клянусь, русская православная армия. Я говорю, батя, какова судьба этого чеченца? И батя, клянусь, я запомнил, так он и отвечает, он говорит, да снайпер наш выстрелил, тот и умер с непривычки. Кстати, я не знаю, убивал ли людей мой отец. Очень хочу об этом узнать. Но даже не для себя, для младшего брата.
Потому что мне-то что, я не буду этим, я взрослый человек, все понимаю, как бы то ни было. Я вообще гуманист, я так бы, чтобы никто не умирал, я если что. А, ну, блядь, к сожалению. И вот, для брата, потому что 8 лет, это тот возраст, когда ты начинаешь выебываться перед другими мальчиками. И все там будут говорить, у моего бати джип, у моего бати дом. Мой отец убивал русских. У нас благодаря этому скидка на коммуналку. Я даже по своему отцу могу сказать, что сейчас армия намного лучше, чем было раньше. Потому что я ребенок офицера, который провел свои первые годы. В 6 лет я жил в селе Веселый Кут, это Арцизский район, Одесская область, часть военная. И этот Веселый Кут, это потрясающе вообще. Это деревня, вот там вот с гагаузами, короче, где-то на юге Украины. Из интересного, я когда-то даже решил немножко загуглить, поискать вообще информацию про свое, так сказать, место, мою малую родину. Оказалось, что из интересного только вот что. Веселый Кут раньше назывался Париж. Ну, станция, там была станция железнодорожная, она называлась Париж, и село называлось тоже раньше Париж. И я думаю, что это было самое большое наебалово для моей мамки в 1999 году. Да, мы недавно ездили туда. Спустя 17 лет я решил, короче, поехать в места, где я жил, мне было очень интересно. Мы, короче, приезжаем, это тупо село, реально очень забитое, черт знает где село. Вот представьте, Ямпольский район, да, вот какие-то села, а это точно так же, только, ну, южная граница Украины. Мы приезжаем, сидит, короче, мужик, вбивает табличку «I love Paris». Можете зайти в мой инстаграм, у меня фотки есть, короче. Стоит мужик, вбивает. Я там, ну, как бы по памяти помню вроде, там одна дорога, это не то, что, блин, хитросплетение дорог до этой части. Это просто село, а в конце села часть военная. Сидит этот мужик, я говорю, прошу прощения, я говорю, а часть туда? И мужик такой, вы знаете кого-то из части? Я говорю, да. Батя у меня служил. Как фамилия? Я говорю, Редька. Майор Редька? Я Виталик Димовчи. Передайте отцу. Я Виталик... Он говорил, как будто бы его там забыли нахуй с 2004 года. Единственный не выехал, блин. Я говорю, давайте, я говорю, сфоткаемся. Все, типа, я по бате отправлю, давайте сфоткаемся. Сфоткались с ним, короче, отправляю бате. Отправляю фотку, не пишу ничего, типа, ни здрасте, ни до свидания. Первое сообщение от бати. Виталик Димовчи. Что вы понимали уровень нашей армии в 2000-х годах? Мы с батей идем. Какое у меня было развлечение? Батя меня забирает, пошли в автопарк. Это место, где стоят БТРы, БМП, военная техника. И там стоял караульный, постовой. И мы с батей, у меня был с собой водяной пистолетик. И мы с батей у часового выменяли его боевой пистолет на мой водяной. Понятно, это все у бати было, батя это все носил, как бы он там поигрался, показали. Но я только спустя время понял, что в 2000-х годах на военном объекте несколько часов стоял часовой с водяным пистолетом, блядь, в кобуре, понятно? Кого он мог бы остановить? Людей с манту, блядь, что, а? Кошмар. Батя жестко посадил в это время, жестко посадил психику. Это такой кошмар служить в то время в армии. У него было 50 прыжков с парашютом. Я думаю, это просто скрытое желание суицида, блядь. Про український язик ви як подумуєте, переходить, не переходить, переходите, не переходите на українську державу? Вже перешли? Выступал пару раз в жизни на украинском языке, прошу прощения, в украинском языке. На вот это лучше не вставлять нигде.
У меня плоховатенький украинский язык, потому что, ну что от меня можно требовать, чтобы вы понимали, какой у меня может быть украинский язык, если у меня у преподавателя украинского языка в школе на звонке стояла любэ, блядь, ну что я мог? Ну что я мог? Что я мог? Я прикидывал, у меня где-то B1, B2 вот такой вот уровень украинского языка. У нас очень красивый украинский язык, очень красивый. Мы вообще не умеем им пользоваться, нам надо учиться. Потому что, смотрите, на русском ДТП расшифровывается дорожно-транспортное происшествие. На украинском ДТП расшифровывается дорожно-транспортная пригода. У нас в Украине люди попадают не в аварию, а в приключения. Дорожно-транспортную пригоду ее должны показывать не по ЧП-инфо, а по Никелодеону. В 7 утра, когда дети в школу собираются. Просто дети, там, даже Даша путешественница, потрапила в дорожньо-транспортную пригоду. Дорожньо-транспортная пригода с Дашей путешественницей. Дети, Даша сбила бабушку. И бабушка разлетелась на 17 частей. Давайте поможем Даше собрать бабушку. Повторяем. Р, рука. П, поясница. Ч, черепная коробка. Рубрика арифметика. Даша сядет на 5 лет, плюс 4 за то, что скрылась с места преступления. 9 вместе. Меня вот еще, знаете, что забавляет из всего того, что происходит? Меня забавляет, как сейчас по-другому относятся к украинцам, как к нации, да, а как к русским относятся. Я это еще заметил давным-давно, мы приезжали в Шарм-эль-Шейх, в Египет, и так получалось, что туда не летало прямых рейсов из России. Там у них упал какой-то самолет, они запретили прямые рейсы еще давным-давно. И, соответственно, был сервис максимально клиентоориентирован. И я вам честно скажу, это очень приятно, когда сервис клиентоориентирован на твою национальность. Мы приезжаем в Шарм-эль-Шейх, в нашем отеле висит флаг Украины. Весь персонал именно в нашем отеле ходит в вышиванках. И каждый раз, когда они тебе помогают, они говорят «Слава Украине». Меня сначала бесило. Я думал, ну это же все для того, чтобы я... Понятно, кэш. Дал им кэш. Потом, пару дней прошло, я понял. Чего я на них ругаюсь? Каждый божий год десятки тысяч украинцев приезжают в Египет и оставляют там огромное количество денег. Это формирует бюджет Египта. С этого египтяне кормятся. Кто, если не египтяне, искренне кричат «Слава Украине», а? Мы с вами вообще сделали неправильные акценты геополитические. Просим помощи у кого попало, блядь. У Америки, у Франции, у Германии. Надо было просто сказать египтянам, что каждая новая отжатая у нас область — это минус 10 тысяч туристов каждый год. И уже завтра на границе с Донбассом стоял бы дивизион из бедуинов на верблюдах, блядь, которые кричали бы «Слава Украине». Я в Египте еще столкнулся с таким потрясающим явлением, как российское телевидение. Почему-то показывали российское телевидение. Я посмотрел и подумал, а какого хрена мы запретили российское телевидение только в 2014 году? Мы до этого не видели, какой там пиздос происходит? Это же просто какой-то кошмар. На это смотреть просто невозможно. Там первая передача, включаешь, там Малахов что-то рассказывает о том, что двоюродную яйцеклетную, блядь, женщину, блядь, родили и увезли на, блядь, мотоцикле в лес, вырастили из нее Маугли, теперь появилась мать, которая хочет от нее получить дивиденды, потому что эта женщина, блядь, что-то в книге рекордов Гиннесса, блядь, встречаете, руки-базуки, блядь, в конце. Господи, включаешь второй канал, там какая-то ёбнутая Скибеева рассказывает о том, что во Львове уже распяли 14 тысяч русскоговорящих детей на главной площади Рынок, выложили их в форме свастики, с квадрокоптера сфотографировали, и теперь эта фотография на обложках всех дневников всех украинских детей. Третий канал включаешь, там Олег, 24 года, увлекается морской греблей, блядь, что любит гречку, по знаку зодиака астролог. Думаешь, какой кошмар, какой ужас, что из этого смотреть? Я все хочу посмотреть. Все. Ребята, спасибо вам большое каждому, кто пришел сегодня на это мероприятие. Правда, эти аплодисменты, они очень приятные, но я считаю, что куда уместнее будет сейчас поаплодировать ребятам, которые защищают. Это видео будет потом в интернетах, поэтому давайте поаплодируем людям, которые защищают нас на передовой, Збройні Сили Украины. Мы все молодцы, на нашей стороне правда, это, блядь, понять несложно, правильно?
Ну, вы вот задумались о том, какой процент людей прожили свою жизнь и не попали в какую-то войну? Очень мало людей. Так устроена жизнь, такие мы люди, такие обстоятельства. Я вам на своем опыте хочу сказать, что ни один день Божий этот ебаный Путин и эта ебаная Россия мне не испортила, блядь. Я каждый Божий день и вас призываю. Вкусно ел, блядь, сладко пил, отдыхал, получал удовольствие. Это потрясающе, что даже в таких условиях мы смогли с вами здесь собраться, получить, блядь, хорошее настроение, поулыбаться. Мы идем, блядь, в правильном направлении. Спасибо каждому из вас. Слава Украине! Спасибо большое!